Поле битвы — это суровое место, генерал. Вы слышите цитату, а это значит, что канал Алекс ОБС продолжает свою работу. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Дрелем 10. Снизу Дэн, ядерный генерал Китая, Тао. Сверху Хохорт, генерал Алексис, супер оружие. После просмотра напишите комментарий, поставьте лайк, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Также хочу напомнить о конкурсе на лучший реплей марта, подробности в закрепленном комментарии под видео. Ну что ж, вернемся на карту. Пока у нас бойцы здесь ставят свои стартовые билды, я хочу сказать, что вообще должен был сегодня выходить поединок с Экскалом, с действующим чемпионом мира. Кстати, обратите внимание, выдвинутый завод и казарма от СВГ. В один САП играет Хохорт. Так вот, но, знаете, на мой взгляд, Экскала стало слишком много в мире генералов. Он лучше всех, он более значимый сейчас всех, чем все, я считаю. Ну, извините, чемпион мира. Если бы таким бы не являлся, то и не был бы постоянно на слуху. Хочется, скажем так, обычных, наверное, бойцов, но которые тоже, я считаю, показывают хорошие, достойные поединки. Вот один из них, который произошел вчера у меня на стриме. То есть я просто запустил стрим, просто пообщаться, просто поиграть, без сохранения. И вот тот самый поединок, который, в принципе, мне запомнился. Хохорт уже приехал первым своим хаммером, причем, как я понял, хаммер фуловый, а тем временем Дэн пошел разбегаться красногвардейцами, стартует явно через захват вышек. Приехал Батлмастер ядерный и сразу же отлетает. Приехала медичка, будет чинить хаммер. Еще раз напоминаю, смотрите, казарма и военный завод. И в один ресурсный центр Хохорт играет. И сейчас вот этим одним хаммером с медичкой. Это по сути как ноуэко какое-то сейчас. Хотя и не ноуэко в том числе. Не знаю, сейчас будем смотреть. БМ катается за этой пачкой, пытается тут Хохорт что-то забрать. Ну вот дозер заберет. Дозер заберет, минус дозер. Дальше саполтраки, скорее всего, пойдут под раздачу. Так, спамятся ракетчики. Пока еще нету снайперов, можно ракетчиками поиграть. Захват, слышу вышки. Да, есть вышка. У Дэна вот красногвардеец также прибежал еще одну вышку захватывать. Хаммеры пошли направо, скорее всего, будут пытаться захват отменить, но это уже бесполезно. Вышка будет захвачена, и вышка какое-то время будет жить. Принесла 1000 сейчас в экономику ядера. Ядер пока спамит с одного военного завода, и в основном только ядерные БМы. Да, но на самом деле, мне кажется, тяжело такой хаммер контрить такими БМами. Все зависит сейчас от контроля Хохорта, ну и также от контроля Дэна. Но на самом деле, на мой взгляд, и по моему личному опыту и мнению, очень тяжело играть батлмастерами против хаммеров. По крайней мере, против фуловых хаммеров. Бегают ракетчики. Кстати говоря, вот стартовый билд-то Дэна был казарма и военный завод. Но опять же, то есть он пошел вышки захватывать. То есть раз вышка захвачена, сверху вышка захвачена. Кстати, сверху. А сверху казарма была, а я пропустил, а здесь был дозер. Здесь был китайский дозер, только что состоялся дозер-хант. Все, у Дэна нет строителей. Он остался с одним военным заводом, с казармой, с 2 сапплаями и электростанцией. Что же касаемо Хохорта, у него остался последний строитель, вот он стоит на базе. У него также слева был вот здесь строитель, вот она точка. Вот здесь у него стоял дозер, непонятно, зачем он его сюда привел, решил, может быть, на видном месте спрятать. Ну, как есть, так и есть. Сейчас Дэн остался без дозеров. У Хохорта остался один. Пытается поджать как-то эти хаммеры. И похоже, что один хаммер-то все-таки заберет. Да, минус один хаммер. Возможно, что даже сейчас и второй отлетит. Отлично, Дэн. Вот это уже лучше, как говорится. Ну и спам идет, спам БМов. Бегает пехота, пытается, видимо, сейчас еще эта вышка будет захватываться. Здесь вышку почему-то пока Дэн не захватывает. Идет спам БМов вовсю и пошла просто, смотрите, колонна ракетчиков по левому флангу. Будет пытаться американца душить. Вновь БМ и сразу же отлетает. Обратите внимание, у Хохорта уже второй ранг и очень близко третий. А у Дэна пока только первый. БМы очень большой ранг дают. И вновь отлет БМа. Не получается близко подойти, но вот сейчас ракетчики будут работать. Ракетчиками, возможно, сейчас будет и получше. Очень трудно к таким хаммерам подходить. Тем временем ракетчики от Дэна подходят под сапплай. Здесь уже ставится стратегический центр. Вновь БМ разбивается. Бьет по саполтракам Хохорт. Пытается тут пробить по пехоте. Там военный завод на пути. Это опасно. И вот посмотрите еще момент. Какой БМ прикатил прямо на базу. А там последний строитель. У Хохорта сейчас БМ просто будет его уничтожать. Камер-то без ракетчиков. Этого БМа хватит. Все. Стратегического центра не будет. Вот все здания СВГ. Теперь наши бойцы в одинаковых, можно сказать, условиях.
Батлмастеры продолжают спамиться. Медичка, как я понял, была потеряна. 2 камеры остались и все равно продолжает кошмарить Сурдена. Ракетчики загружаются в башню. Тут на пути казармы. Вот у меня вопрос. Неужели вот эта башня не достает до казармы? Ну, по идее, если на нее нажать и нажать атаку, то, по идее, она должна казарму-то порастреливать. Хохард возвращается обратно на базу. При этом идет большой спам от ядера. Идет Батлмастер. И идут пехотинцы в виде ракетчиков. Но у Хохарда есть 3-й ранг. Это значит, что правильно появляется снайпер. Появляется снайпер, а это сейчас значит что? Это значит, что вспомогательное здание в виде казармы для Дэна сейчас абсолютно играет бесполезную роль из-за этих снайперов. Пехота теперь абсолютно ему не пригодится. Передавил здесь ракетчиков американцу. А с одного военного завода там много не наспамишь. Это очень трудно спамить большую пачку ядеру с одного военника. Притом при всем, что американец вообще не дает скучать. Он постоянно что-то предпринимает, какие-то попытки. Ой, а тут саплай пробивает Дэн, слушайте, а. Тот самый Батлмастер, который задозерхантил Хохарда, сейчас пытался саплай забрать, но не получилось. Постоянно катается, постоянно юниты у Дэна отлетают. Хорошо контролит Хохард свои камеры. Пехота идет вперед, еще одна вышка захватывается. Но там снайпер, и этой пехоте уже делать здесь по сути нечего. В башню загружается, да, вот можно сейчас всю эту пехоту попробовать рассадить по домикам. Вновь Батлмастер идет к военному заводу, он пока остановился. Но неужели вот эта башня не достает до казармы? Но она ведь должна доставать, тут не так много-то расстояния. БМ почему-то встал. Хаммеры идут на базу к Дэну. Дэн пытается... Ух ты, ну тут ну как же сильно этот снайпер просто, как же он больно бьет по пехоте. Так, батлмастеры подошли, 2 есть, 1 почему-то стоит. Ну, казарму сейчас убьет. Ну, вот почему вот этой башни не поработал по казарме? Минус энергия. Ну, теперь еще сложнее спамить с одного военного завода. И кто же кого сейчас перебьет? Но это олынят, бойцы-то 100%. Сейчас один другому будет базу выносить. Минус казарма американцу. Хаммер еще один выехал. Ну, нужно до кучи в пачку сюда просто идти и все. Сейчас будет отлетать военный завод. Раздавливаются рейнджеры. Ну и с 2 сторон, с 3 сторон, можно сказать, сейчас пробивается армдилер. Успевает выйти еще один БМ. Ну тут нет снайперов, но Дэн-то об этом не знает. Если бы он знал бы, что тут нет снайпера, можно было бы и пехоту из этой башни бы. Из этой башни тоже можно было бы пехоту сюда привести. А значит, здания бы разбивались бы намного быстрее. Минус саплай. Минус саплтраки. И остается последний саплай, в то время как у американца остается 2 здания. И со всей видимости, что Дэн все-таки не успевает, и Хохард выигрывает это сражение. Нас разгромили. Вот такой интересный поединок на самом деле получился. В принципе, даже я бы сказал на тоненьком. Хорошую игру показал один и другой боец. Считаю, что этот реплей заслуживает внимания. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Алекс ОБС. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.